Смотрите это видео до конца и узнаете, как рассчитать доходность ваших инвестиций в недвижимость, а также какие методы использовать, как их учитывать, что делать, чтобы повысить прибыль. Всем привет! Меня зовут Антон Тиунов, и вы снова на канале Georgia Private Investment. Азбука недвижимости. Сегодня буква D. Доходность. Это видео будет полезно как для опытных инвесторов, так и для новичков, которые только думают о том, чтобы инвестировать в грузинскую недвижимость. Давайте разберем основные виды расчетов доходности в недвижимость. Самый первый — это rental yield, так называемый. Он считается, это мой любимый, на самом деле, самый простой. Он считается по такой формуле. Мы считаем годовой доход от аренды, делим на стоимость покупки, умножаем на 100%. Например, вы купили квартиру за 100 тысяч долларов, а приносит она вам $800 в месяц. $800 умножаем на 12, получаем 9600. Делим на 100 тысяч, умножаем на 100%. Получаем 9,6% годовых. Это rental yield называется. Как считается доходность от перепродажи? Это называется capital gain. Capital gain считается по очень простой формуле на самом деле. Это цена продажи минус цена покупки, поделить на цену покупки, умножить на 100%. Например, купили за 80 тысяч, продали за 100 тысяч. Рост капитала 25%. Как мы это получили? Мы цена продажи минус цена покупки будет 20 тысяч долларов. И делим на 80. Получаем и умножим на 100%. И получаем мы 25%. Но важно учитывать тенденции, которые происходят на рынке недвижимости, и ваши планы на ближайшие годы. Потому что год от года, если мы говорим в длительной перспективе, то недвижимость растет всегда. Но если вы купили, и ваши инвестиции краткосрочные, например, на год, то можно купить по 100, а продать в следующем году по 90, если выбран неудачный год, неудачный месяц, неудачный объект и так далее. Поэтому я рекомендую настойчиво обращаться в компанию Georgia Private Investment за тщательно отобранной недвижимостью по справедливым ценам. Мы же поговорили про основные методы расчета доходности, да, арендный и от капитализации. Теперь давайте поговорим, как учитывать правильно и что нужно считать затратную часть. Первое — это налоги. Обязательно учитывайте налоги, которые вам предстоят. Если мы говорим про владение недвижимостью, доход на аренду, так называемый туристический налог Грузии, составляет 5% от ваших доходов. Это первое. Второе. Есть налоги при продаже. Налоги при продаже составляют, если вы владеете недвижимостью меньше 2 лет, то они составляют 20% от разницы между покупкой или продажей, если мы говорим про апартаменты, и 5% с разницей между покупкой и продажей, если мы говорим о жилой недвижимости. Самое главное, что мало кто учитывает при владении, но я настойчиво вам рекомендую обращать внимание на так называемые коммунальные услуги. Не забывайте, что если вы купили апартамент в апарт-отеле, то минимум $2 с каждого метра квадратного вы будете платить управляющей компании, независимо от сезона. Средняя площадь студии в Грузии 30 квадратных метров. Соответственно, $60 в месяц вам в любом случае нужно платить будет управляющей компании, независимо, сдаете вы свою квартиру, не сдаете свою квартиру. И если в летний сезон эти $2, они легко покрываются за счет того, что у вас постоянно номер сдается и много-много туристов, и высокая стоимость проживания, то в зимний сезон многие собственники сталкиваются с тем, что очень низкая заселяемость, низкие ставки на аренду, а эти $2 все так же нужно платить. Поэтому обязательно, когда считаете доходность ваших инвестиций, обязательно учитывайте коммунальные платежи. Дополнительно, что еще нужно платить с любой, будь то со студии в апарт-отеле, будь то с квартиры. Давайте начнем сначала про апарт-отели, апартаменты, раз мы про них уже начали говорить. $2 с квадрата записали себе, да, сразу. Это $60 в месяц. Дальше добавляем сюда интернет. Интернет составляет примерно $10 в месяц. 30 лари, да, там $10-12 в месяц добавили. Дальше вода и электричество. При полном заполняемости, зимой, естественно, у вас не будет платы за воду и электричество, потому что там не тужить, скорее всего, не будет. Но, тем не менее, в летний сезон вам нужно будет еще долларов, ну, давайте 20 напишу со всеми пирогами, да, плюс $20 на свет и воду. И получается у вас каждый месяц примерно $90 будет ваша студия отъедать от вашего дохода. Поэтому, если мы возьмем, например, летний сезон, и у вас студия сдается по $30 в месяц 30 дней, у вас грязь 900, получается, затратная часть 90. То есть всего 10%. Если мы возьмем зимние месяцы, например, когда ставка сегодня составляет там $20, и заполняем у вас там 20%, это сколько? 20% это 6 дней, правильно? Получается 20 на 6 $120 выручка. А 90 у вас уходит на коммуналку.
Не забывайте, что из 900, которые посчитал, из 120, вы еще, если сами не управляете, то вы должны проводить управляющей компании, отдавать 40% за управление. Соответственно, в зимний сезон управляющей компании, если отдавать, то у вас будет минусовая сальдо. $120 минус 40%, это останется 80, грубо говоря, долларов. Минус 90, у вас будет сальдо минус $10 по обслуживанию студии в зимний период. Д. Доходность. В этом случае в зимний период она отрицательна, как мы посчитали. Но, еще раз повторяюсь, если вы занимаетесь управлением самостоятельно, если у вас хорошие аккаунты, хорошие отзывы, то вы обречены на успех. А у вас хороший сервис. Например, я часто вижу, когда заселяются наши гости, и они видят там бутылку вина, которая стоит в Грузии $4. Это покрывает все там отключение света, что лифт не работает, там нет воды, интернет отключили и так далее. Вот просто бутылочку вина поставьте, это существенно увеличит а, качество и количество положительных отзывов о вашем номере. Пошли дальше. Если у вас квартира в долгосрочную аренду, тогда все намного интереснее. Первое, у вас отсутствует плата $2 с метра квадратного. Это первое. Второе, интернет, свет, газ и воду платит арендатор. Соответственно, владеть квартирой в жилом доме намного выгоднее. Даже если у вас квартира сегодня простаивает, например, у вас съехали арендаторы. Да, в какой-то что случилось, пошло не так, и вы ищете нового. Вы квартиру закрыли на ключ, за лифт платить не надо, за свет платить не надо, за газ платить не надо, за воду платить не надо. Все. Тут есть два основных направления по управлению доходностью недвижимости. Первое, если вы выбираете, хотите постоянный ежемесячный доход, не зависящий от сезона, но он будет чуть меньше, вам подходит больше долгосрочная аренда, нашли арендатора на 1 год и забыли про него. Если вы хотите получить максимум прибыли от своей недвижимости, тогда, конечно же, нужно заниматься сдачей в посуточную аренду и заниматься этим самостоятельно. Тогда доходность намного выше, ну и разница в доходах между зимним периодом и летним периодом, она тоже существенна. Дальше. Ошибки, которые снижают прибыль. Первая ошибка– это игнорирование расходов. Вот то, что мы с вами только что проговорили. Многие люди игнорируют то, что нужно только в $2 платить за квадрат, забывают про интернет, какие-то бытовые вещи. А еще часто бывает так, что покупают, например, студию на вторичном рынке, например, да, тогда мало кто учитывает, что нужен косметический ремонт. Может быть, требуется замена мебели или там обоев и так далее. Это тоже обязательно учитывать при покупке и при расчете доходности. Ошибка, которая часто делают самостоятельно, когда покупают люди, это ошибочный выбор местоположения вашего объекта. Вот что интересно, например, этим летом мы считали, у нас было 3 примера. Значит, это отель в старом городе, отель на Новом бульваре и отель в Гонио. И угадайте, где доходность была выше. Мы говорим только про летний период. Ответили? Отвечаю вам я. Самый менее доходный в летний период отель в городе Батуми в летний период это отель в старом городе, как ни странно. А самый высокодоходный это отель на Новом бульваре. Новый отель на Новом бульваре показал просто сумасшедшую доходность, потому что люди, которые бронируют отпуск в Батуми, они смотрят по картинкам. Им что нужно важно? Важно, чтобы было близко море, чтобы был близко торговый центр, чтобы был близко парк. И на Новом бульваре это все есть в одной локации. Там все апарт-отели, они все в шаговой доступности от моря. Почти из каждого номера, даже на первом этаже, видно море. Рядом большой парк, где можно прогуляться с детьми, с собаками там, и так далее. И торговый центр. Ну и помимо казино, ресторанов и всего остального. Завышенные ожидания. И, к сожалению, все уже забыли, что как в Грузии все стоило по $500, и слава богу, сейчас новая история, что все думают, что грузинская недвижимость показывает какие-то сумасшедшие цифры в доходности. На самом деле, о двузначных цифрах можно их добиться, но нужно прикладывать много усилий. Но в целом грузинская недвижимость в среднем по рынку дает около 9% доходности по аренде и около там, 5 до 10% капитализации каждый год. Соответственно, одна из многих вернее, ошибок– это завышенное ожидание. Рынок растет не всегда так быстро и так, как мы хотим и ожидаем. Бывают провальные годы, бывает коронавирус, бывает отмена авиарейсов, бывают какие-то еще внешние факторы, на которые мы повлиять не можем. Но если мы возьмем, еще раз повторяюсь, долгий цикл, не 1 год, не 2 года, а, например, 5 лет или 10 лет, то поверьте, в циклах там 5, 7, 10 лет ваша недвижимость точно вырастет в цене. Советы для повышения доходности. Первое. Обязательно анализируйте район. Выбирайте районы
в которых вы видите перспективу. Перспективу инфраструктурную, перспективу туристическую. Просто выбирайте себе перспективу в первую очередь. Второе — это оптимизация расходов. Оптимизация расходов что значит? Первое, там можно нанять хорошего, если мы про ремонт мы поговорим, нанять хорошего дизайнера, который может вам оптимизировать затраты на ремонт. Сделать квартиру настолько эргономичной и недорогой по ремонту, что вам экономит десятки там тысяч или десятки тысяч долларов. Обязательно работайте с профессионалами. Я имею в виду, что если вы даже сами нашли квартиру, окей, там не хотите вы обращаться в агентство недвижимости, нашли квартиру самостоятельно, не пренебрегайте юристами и профессионалами. Обязательно обратитесь там либо к нам, либо там найдите кого-то еще, неважно. Проверьте чистоту документов, проверьте, чтобы квартира была не обременена, не заложена. Там, что все было по ней белое-белое и прозрачно. И не отдавайте всю сумму денег, пока не зарегистрируете право собственности на эту квартиру, если вы сами это делаете. Если не сами, то доверьтесь нам, мы все сделаем за вас. Еще могу посоветовать, наверное, один совет с доходности — это диверсификация. Я сам этому всегда преследую. Я бы рекомендовал, свой пакет диверсифицировать. Купить немного апартаментов, купить немного жилой недвижимости, купить готовое, купить на этапе котлована, да, чтобы у вас ваш пакет был диверсифицирован. И некоторые объекты будут показывать в какой-то момент большую доходность, другие меньшую, но в среднем вы будете всегда идти по кривой вверх. Резюме. Сегодня мы с вами поговорили на букву «Д» — доходность от инвестиций в недвижимость. Мы разобрали, как считать доходность от аренды, как считать доходность от капитализации. Мы с вами обсудили сегодня, что нужно учитывать, какую затратную часть нужно учитывать при расчете доходности ваших инвестиций. Если вы хотите узнать больше об инвестициях в недвижимость в Грузии, обязательно оставьте заявку по контактам, указанным под этим видео. И как всегда, до встречи в Грузии.